А ты готовишься к лету? Я да. В этом мастер-классе я покажу, как можно сделать яркую, сочную, стильную открытку с лимонами на плоттере Silhouette Cameo из 5 листов цветной бумаги, белой гелевой ручки и держателя для нее. Интересно? Тогда погнали смотреть! И всем привет-привет! Снова с вами я, Яна Седышева. В качестве цветной бумаги я буду использовать картсток плотностью 235 грамм на метр квадратный от производителя Рукоделие. Я выбрала 5 цветов, подходящих для моего проекта. Это травяной, желтый, соломенный, каменистая дорога и дымчатый. Я разочаровалась в автоноже от Silhouette, поэтому буду использовать премиум нож с переходником. Для плотности 235 грамм отлично подходит вылет ножа в 4 единицы. Совсем не обязательный инструмент – это белая гелевая ручка. Но по моей задумке я все же буду ее использовать. У меня в руках японская белая гелевая ручка Sakura 08, купленная в Китае, и держатель для нее от производителя Silhouette Cameo. Здесь я показываю, как ручка крепится в держателе. Плавно перейду к основной части, это макет для вырезания. Ссылку на него ты можешь найти в описании. Слева показаны собранные элементы, чтобы было проще с ориентацией при сборке. Их можно перемещать и смотреть последовательность. Секрет сборки – это черные линии эскиза, которые плоттер будет наносить ручкой. Ориентируйся на них. Главные элементы расположились по центру. Они сгруппированы по цветам, чтобы было проще подбирать бумагу. Данных элементов хватает на изготовление 2 открыток. При работе с элементами я убирала их в правую часть и необходимую группу перетаскивала в поле коврика, поочередно отправляя в работу то ручку, то нож в зависимости от цвета линий. Черный цвет линий предназначен для эскиза, но это не мешает нанести линии при помощи ножа. Так выглядит лимончик, если использовать нож для нанесения линий, предназначенных для передачи фактуры. А так выглядит лимон с линиями, нанесенной белой гелевой ручкой. Но вернусь к ручке, так как этот вариант мне нравится больше. Для материала картон 220 грамм на метр квадратный я создала следующие настройки. Действие эскиз, сила 6, скорость 1, количество проходов 2. Теперь перейдем к красным линиям, предназначенным для вырезания. Для материала картон 220 грамм на метр квадратный я использую следующие настройки. Действие вырезать, вылет 4, сила 30, скорость 5, количество проходов 1-2 в зависимости от новизны ножа. Говорюсь, что в макете эта последовательность очень важна, а также не следует вынимать коврик во время смены инструментов. Настройки резки, которые я показала, находятся на вкладке «Линия». Вкладка «Основные» не приведет вас к нужным полям, поэтому повторюсь, вкладка «Линия». Я пропустила момент склеивания всех деталей, так как при наличии образца это не составит труда и хлопот. И сразу покажу уже готовые лимончики и листики с цветами. При желании для создания реалистичной картинки дольки лимона можно заполнить клеем Glossy Accent. Так они приобретут неповторимый глянцевый блеск, который создаст иллюзию мокрой поверхности. А можно оставить все как есть, ведь белая гелевая ручка уже нанесла необходимые блики на дольки, что тоже выглядит классно. Для создания самих открыток нам понадобится 2 основы из плотного картстока. Бирюзовый лист для фона, этот картон я приобретала в Леонардо, и любые акцентные декоративные элементы, в моем случае прозрачные эмалевые капли. И клей от Nuvo, он мне нравится своим тонким носиком. При наличии нам понадобится вспомогательный липкий инструмент для работы с мелкими деталями. А теперь мне осталось составить композицию и зафиксировать элементы при помощи клея.
Обрезки тоже пойдут в дело, их можно приклеить. Я бы сказала, безостаточное производство. Я фиксирую заготовку к основе при помощи клеевого пистолета скотчем 3М. А теперь самое время для украшательств. И последний этап создания открытки — надпись. В паре к лимонам я выбрала надпись «Ты в моем вкусе» от питерского скраб-клуба. Я считаю, что этот штамп лучший в связке с фруктами. И плавно перехожу ко второй открытке. Здесь немного изменена композиция, но сохранены все последовательности, поэтому не буду повторяться. Приятного просмотра!
Вот такие классные, яркие, летние, солнечные открытки получились. Я рада, что ты была со мной все это время и досмотрела до конца. Приятного творчества, побольше времени на скраб и пока-пока!